23 октября. Пора проводить обрезку. Значит, слабенькие нужно вырезать, оставить только хорошо вызревшие веточки. Кустик у меня еще молоденький. Прошлой осенью я его пересаживала сюда, из тени переносила. Но за этот сезон не очень хорошо разросся. Еще слабенькие веточки. Как-то понаблюдаю я за ним. Вроде здесь нормальное место. Не сказать, что тень. Пока пересаживать не буду. Но веточки были слабые. Даже вот подвязывали мы к бамбуковой палке. К этой. Ну вот пока вот в таком состоянии так оставила. Так рекомендуют Наташа с канала «Сад и огород круглый год». У нее гортензии великолепные, просто великолепные. И вот она их на зиму укрывает мешками из-под сахара. И я тоже так же сделаю. Но пока укрывать, как она говорит, рано. Нарезала верхушечки. И сейчас расчеренкую. Попробую тоже на укоренение поставить. Вторую гортензию, которая у меня под орехом в тени растет. Вот я ее почикала. Буду пересаживать на солнечное место. Мало стволиков-то, в общем-то. Два и разветвленные. Заготовила череночки. Не знаю, что у меня получится. Раньше не делала так. Вот. По две почки, чтобы было. Одна в земле, одна снаружи. И вот этот вот букет. Ну, рыхлые, да. Ну, что сделаешь. На солнце посажу, будут шапки получше. А вот этот букетик жалко выкидывать. Поставлю в вазочку. Вот так я их расчеренковала. Вот эти розовые получше череночки. Под почкой наискосок. Даже можно ближе сделать. А здесь прямой срез. Разделяю разные сорта палочкой, делаю меточку. Макаю и в корневин. Откуда корни-то выпустят. И в наклон. Вот так в наклон. Вот таким образом сейчас я все череночки высажу. Ну, вот так. Сейчас отправлю их на подоконник. Палочкой сорта разделила. Что получится, не знаю. Делаю первый раз. Говорят, летнее черенкование более удачное, чем осеннее. Ну, выкидывать жалко было. Решила вот проэкспериментировать. Эту малышечку, которую покупала в этом году в горшочке с закрытой корневой системой, тоже буду пересаживать, пока не поздно, потому что здесь будет плохо ей все-таки. Лобелия этот цветет у меня еще. 23 октября. Пора проводить обрезку. Значит, слабенькие нужно вырезать, оставить только хорошо вырезать. Вот такую корневую она у меня нарастила.
И сейчас буду ее сажать. Ну вот я там уложила все аккуратненько, корешки, и притоптала. Обязательно надо притоптать. И сейчас пару ведер воды волью в эту лунку. И присыпаем земелькой сухой сверху. Как вода уйдет. Второй молодой кустик, который в этом году купленный, удалось с комом земли аккуратненько выкопать. И вот так по кругу сейчас я его в луночку хорошо полью. Прям вот водичка впитается, одна лейка, и вторую волью, чтобы безболезненно прошла пересадка. Здесь 2 лейки уже впитались, и поэтому можно присыпать. И уже сверху поливать не буду. Ну вот. А по краю грядочки, вот я здесь выкопала, у меня, оказывается, сидели тюльпаны. Сейчас посажу, не знаю, примутся, не примутся, уже с такой корневой системой хорошей. Но посажу. И тюльпанчики здесь по краю. Похоже, рододендрон мой кирдыкнулся. Корней практически нет. Но все-таки я его вот сюда решила пересадить. Выбросить всегда можно. Попробую, пересажу. Ну, не знаю, шансов, конечно, 0. Так что вот, будем смотреть, что будет весной. Вот замачивала его, хотела растребушить. И тут такой ком сплетенный. В общем, не знаю, что случилось с моим рододендроном. Будет сутки у меня стоять в ведре с водой, а потом буду высаживать. Ну вот я его высадила, не знаю, калий-магнезия у меня была. И копнула тюльпаны вот с одного пучка. Вот столько здесь по краю посажу тюльпанчики. А рододендрон, уж что будет, то будет. Кто-то мне писал, что было такое, и по весне он пошел. Ну, что-то я сомневаюсь. Потому что он же не листопадный, у него листья должны быть зеленые, а они все вон скукожились. Вот так.